Когда-то Россия сидела за одним столом с лидерами «восьмерки», обсуждала глобальные рынки, космос, ядерное сдерживание и делала вид, что она цивилизованная держава. Теперь же максимум, что ей доступно, устроить тусовку с участием политических бомжей – Ирана, КНДР, Сирии, Зимбабве, Мали и Эритреи. Да хотя бы вспомните тех, кто приехал в Москву на Парад Победы в этом году. Все те же депрессивные режимы, диктаторы с плесенью, военные хунты, ржавые караваны с гуманитаркой. Всего 29 делегаций, ни одного лидера G7, ни одного серьезного игрока с авторитетом в мировой экономике. Короче, Путин собрал у себя антилигу наций. Кто в зале? Иран, поставщик дронов, ракет и ханжества. А с учетом последних новостей, так еще и поставщик нехилых проблем. Северная Корея, идеологический аналог. Да и просто главный братюня. Правда, без нефти. Сирия. Капец. Не думал, что они куда-то еще ездят. В любом случае, это химия, пыль и развалины. ЦАР и Мали. Колонии Вагнера с килограммами нелегального золота. Эритрея. Государство недоразумения. Туда даже Google Maps не ходит. Зимбабве. Охуеть. Это страна, где инфляция выше, чем IQ у любого из членов ее правительства. Короче, их всех объединяет одно – нищета, изоляция, диктатура и необходимость дружить с Путиным по принципу «а больше не с кем». Так что это даже не внешняя политика. Это анонимный клуб геополитических неудачников, в котором каждый либо за кэш, либо за прикрытие, либо просто потому что нормальные уже послали. Короче, унылая тусовка диктаторов и полудохлых режимов. Хотя, да, я умышленно забыл упомянуть то, что на Парад Победы в Москву все-таки приехал один по-настоящему весомый гость – Си Цзиньпин. Но тут уже вопрос не в том, что он приехал, а в том, кто к кому приехал. Потому что парад выглядел так, как будто это не Путин принимал Си, а Си великодушно согласился поприсутствовать на шоу своего вассала. Жалкая попытка Кремля выдать зависимость от Китая за стратегическое партнерство. Остальные делегации – унылая тусовка диктаторов и полудохлых режимов. Путин собрал не форум, не альянс, а антиинаугурацию новой оси нищеты и репрессий. Это уже даже не дипломатия. Это групповая терапия для токсичных режимов, которые собираются вместе, чтобы погладить друг друга по комплексу неполноценности. А я приветствую вас на канале «Утилизатор реальности». Здесь мы не играем в объективность и не заигрываем с пропагандой. Мы просто берем факты, добавляем щепотку сарказма, пару ударов правдой по печени и подаем все это на блюде холодной ненависти к лицемерию. Если ты устал от сладкой лапши на ушах, ты по адресу. Подписывайся. И погнали дальше. Когда у тебя настоящих союзников нет, но очень хочется казаться геополитическим центром, приходится брать количеством. Путин нашел себе не союзников, а поставщиков на черном рынке, и теперь каждый в этой шобле играет свою роль. Иран – главный по дронам. Правда, эти шахеды собираются буквально на коленке, летают по ГПС и падают туда, где сильнее ветер. Но для российской армии сойдет. Иранцы поставляли технику, технологии, патроны и, судя по заявлениям, уже даже начали получать от России ядерные наработки. Но, как мы все уже сегодня прекрасно знаем, видим и понимаем, у Ирана сейчас тоже дела идут как-то не особо бодро. Далее. Северная Корея – основной поставщик артиллерии, моральной деградации и даже мальчиков в трусиках. Российской армии теперь приходится стрелять снарядами, произведенными в стране, где по-прежнему существует карточная система. Только вдумайся, в 21 веке армия, претендующая на звание второй в мире, закупает боеприпасы у государства, где население жрет траву. И это не метафора. Сирия – окей, моральная поддержка, ну и 1,5 роты бойцов, если надо. Зато красиво звучит на пропагандистском ТВ. Сирийские братья вместе с нами против Запада. А на деле союз с развалинами и боевыми газами. Да и необходимость теперь, судя по всему, платить по счетам. ЦАР и Мали – бывшие французские колонии, где вагнеровцы когда-то чувствовали себя как дома. Они помогали удерживать режимы, а взамен получили право грабить золотые прииски и косить местное население под видом антитеррористических операций. Короче, это были обычные ресурсоносные дойные коровы для российских ЧВК. И, кстати, Евгений Викторович, Дмитрий Валерьевич,
Как вам там? Вы там ведь не очень-то кувыркаетесь от нашего упоминания в СУЕ. Ладно, хватит о хорошем. Венесуэла. Поставщик одобрения. Экономика в коме, инфляция как в 90-х, но зато президент Мадуро регулярно облизывает ботинки Путину на камеру. Полезный клоун, если вдруг нужна тень латиноамериканской поддержки. У каждого своя функция, но общего у них одно. Все эти друзья либо нищие, либо токсичные, либо откровенно чокнутые. И это не какой-то там геополитический блок. Это просто пиздец какой-то. Апофеоз идиотизма и братская геомогила, где каждый либо за бабки, либо потому что больше никуда не зовут. И вот, кстати, когда 9 мая 2025 года Путин вышел на трибуну у Мавзолея, он, видимо, все еще верил, что Россия – мировой лидер. Вот только реальность, как всегда, подложила свинью. Вместо партнеров – депрессанты, вместо союзников – статисты из клуба никому не нужных режимов. На параде присутствовали делегации из 29 стран. Цифра вроде внушительная, но если присмотреться, становится неловко. Какой-то парад геополитических фантомов. Россия гордо выкатила на Красную площадь танки, ракеты, дроны и все, что еще не разбомбили или не утопили в Украине. В телевизоре – пафос. Вживую – унылая колонна пыльной советской техники, на которую даже собственные генералы смотрят с жалостью. Все это под одобрительные аплодисменты персонажей, которые сами в своих странах иногда боятся включать свет. Парад 2025 года должен был показать миру силу, а на деле показал, кто еще остался у Путина на день рождения. Такой себе смотр союзников. Это даже не унижение, это диагноз. Когда на главном военном параде страны больше камер из Z-каналов, чем представителей мировой элиты, значит, это уже не армия, а просто клоунада. И вот, на фоне всего этого цирка с союзниками-перебежчиками особенно четко видно, насколько по-разному сегодня выглядят Украина и Россия на мировой арене. Украина с начала полномасштабного вторжения стала настоящим символом сопротивления, мужества и цивилизованного выбора. Именно с Украиной встречаются главы государств, премьер-министры, президенты, сенаторы и бизнес-элиты. И даже если не все идет гладко, Украина стала тем самым фактором, с которым считаются в мире. А что у России? Встречи с президентом Ирана, переговоры с министром обороны КНДР, совместные военные учения с армией, у которой автоматы – это наследство от времен Ким Ир Сена. Контрасты просто удушающие. Украина строит коалиции с десятками стран. Россия торгует нефтью в обход санкций за крипту, обменивает уран на рисовые макароны и надеется, что китайцы снова дадут хоть чуть-чуть технологий. Когда Зеленский выступает, его слушают в конгрессах и парламентах. Когда говорит Путин, его репостят только Лавров с Захаровой, МИД Венесуэлы, ну и Z-военкоры в телеге. Мир сегодня уважает не тех, у кого больше ядерных ракет, а тех, кто действительно сильный. И в этой простой формуле Украина на подъеме. Россия же на дне. Но почему-то продолжает какого-то хера копать еще глубже. Давайте попробуем ответить сами себе на вопрос. Почему у России в союзниках остались только диктаторы, нищеброды и прочие долбоебы? Да, в общем-то, тут и думать даже не нужно. Просто ни одна нормальная, адекватная, цивилизованная демократическая страна не хочет даже срать с Путиным на одном поле. В мире 21 века ты либо договариваешься, уважаешь границы и играешь по правилам, либо уходишь в геополитическое средневековье. А Путин – это тот самый друг, который пришел на вечеринку в грязных ботинках, нассал в вазу, а потом еще и начал учить всех жизни. Россия сама загнала себя в этот угол. Постоянная ложь, агрессия против соседей, ядерный шантаж, убийство оппозиции, презрение ко всем международным нормам. И кто, скажите мне, после этого захочет иметь дело с Кремлем? Вот и приходится Путину строить клуб обиженных недогосударств, где по кругу сидят персонажи, у которых одна и та же мантра – «Запад плохой, а мы тут держимся». Правда, держатся они в основном за пока еще имеющиеся российские деньги, оружие и дешевые обещания. Так что там ни слова про дружбу. Это вынужденный союз изгоев, которые понимают, в одиночку они ничто, а вместе, может получится попугать кого-то в ООН. Когда твое главное достижение в дипломатии – это визит делегации из Эритреи, то это, боюсь, уже не внешняя политика. Да это стендап-шоу какое-то, только вот шутки там грустные, а зрителей все меньше.
Сегодняшняя Россия не альтернатива Западу, это не противовес, не особый путь, не цивилизация с духовными скрепами. Это геополитическая свалка, где тухнут обломки былого величия под крики «Мы вас всех победим». Путин не собрал альянс, он собрал психиатрическую палату в изгнании. Каждый из этих режимов – это антиреклама современной геополитики. Каждый союзник – это плевок в лицо здравому смыслу. И именно из таких долбодятлов Россия теперь лепит себе образ мировой державы. Но мир давно все понял. Когда ты дружишь с Ираном, КНДР и Венесуэлой, тебе не нужно объяснять, на чьей ты стороне. Ты на стороне тех, кто ничего не создает, а только разрушает. На стороне тех, кто убивает, лжет, прячется, унижает и гниет. Именно туда Путин привел страну, которой когда-то завидовали. А что Украина? Украина выстояла. С ней хотят говорить, договариваться, инвестировать, строить будущее. Потому что будущее, оно не с теми, кто копошится на обломках прошлого, а с теми, кто после всего этого находит в себе силы жить. Путин построил не империю, он построил кружок геополитической взаимной мастурбации. Девиз простой: нас мало, но мы ебнутые. Ну а вы были на канале «Утилизатор реальности», месте, где информационный мусор не сортируют, а выбрасывают сразу, вместе с теми, кто его производит. Если тебе зашло, поставь лайк, напиши пару слов в комментах, ну и скинь ссылку кому-нибудь из тех, у кого еще остались мозги. И, конечно же, подписывайся, потому что дальше будет еще жестче, еще больнее и уж точно без купюр.